Всем привет, дорогие друзья, на канале PakeMaker. С вами, как всегда, я, Михаил. Приглашаю вас прослушать рубрику «История персонажей» из игры Mafia 2 Definitive Edition. Сегодня я расскажу про Карла Фалькона. Карл Фальконе, главный герой и главный антагонист Mafia 2 Definitive Edition, упоминается в Mafia Definitive Edition и Mafia 3. Он Дон из преступной семьи Фалькона. Он и его заместитель Эдди Скарпа, двое самых могущественных и опасных людей в Empire Bay. Родившийся на Сицилии в 1905 году, Карл Фальконе прибыл в Америку в 1913 году и быстро подружился с семьей Моретти и вошел в их семью. Во время сухого закона он заведовал бутилегерским бизнесом семьи. Вместе с Эдди Скарпо поставлял спиртное из Канады. В 1933 году Карл вступил в тайный сговор с Фрэнком Винчи, в результате чего Томмазо Моретти был убит. Война Винчи-Моретти прекратилась, а сам Карл стал главным семьи Моретти, переименовав ее в честь себя. Карл Фальконе, как известно, является влиятельным филантропом в городе. Он также является владельцем бара «Мальтийский сокол», талантливый стратег и ценитель прогресса. Карл в грош не ставит традиции сицилийской мафии. Он понимает, что мафия разбогатела на сухом законе, а следовательно, что оставаться на плаву ей нужен сопоставимым источником дохода. Втайне от всех он занялся поставками наркотиков, однако некоторые люди, одним из них был Лука Гурино, узнали об этом. Лука предпринял попытки натравить семью Винчи на семью Фальконе. В 1951 году Карл принимает в семью Вито Скаллету и Джо Барбаро. После того, как Винчи узнал о том, что тот занимается наркотиками, Карл дал приказ убрать сначала Лео Галанта, а потом и Фрэнка Винчи. Однако убрали его самого. 26 сентября 1951 года Карл Фальконе был убит Вито и Джо в своей обсерватории. А если вы хотите узнать о разных раздачах на разных площадках или вот на приложении iOS и других разные промокоды, разные игры, разные площадки, разные халява, то присоединяйтесь к моей группе «Ну просто халявы». Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Тут каждый день модерация данной группы, в том числе я лично, вас радует разными халявами. Карл Фальконе владеет «Мальтийским соколом» из ресторана в Мидтауне. Он получил свое название из-за его любви к детективным романам. Его заместитель Эдди Скарпа руководит повседневными делами ресторана, проводя большую часть своего времени в баре. Он известен как великий филантроп в Empire Bay, как щедрый благотворитель. Он взял на себя большую часть расходов по строительству обсерватории завески. Карл безжалостный модернизатор и способен стратег, который сочетает, что американские мафии необходимо порвать со своими социалистскими традициями. Он признает, что мафия разбогатела благодаря сухому закону, что им нужен аналогичный источник дохода, чтобы оставаться в мире. Имеет внешнее сходство с реальным мафиози Франком Костелло. Карл очень похож на голливудского актера Роберта Ди Ниро, включая нос и родинку на правом щеке. Ди Ниро тоже известен своими ролями в видимых криминальных авторитетных фильмах и особенно ролью Вито Корлеоне в «Королевском отце 2». Роберт, так же как и Карл, является левшой. Карл Фальконе также несколько похож внешне на советского актера Французика Мкчана. Вино под маркой Вине, которое можно купить в баре «Мальтийский сокол», по словам бармена Джека Оливеро, любимый бренд Карло. По словам Эдди, Карло увлекается астрономией. Это объясняет, почему ему принадлежит целый планетарий в Холливуде. Он владеет большими особняками на острове Бэй.
Рост Каро Фальконе 181 сантиметр или 5,11 футов. Карл любит читать детективные романы, но один из намеков на то, что название ресторана «Мальтийский сокол». Карл самый молодой дон всех игр серии «Мафия». На момент смерти ему было всего 45 лет. Его и Луку Гурину в английской версии озвучивает один и тот же человек – Андреас Сульюццо. Многие члены семьи Винчи считают Карла сумасшедшим. Подтверждение этого является как минимум отзыв Пеппа про него в тюрьме. Да, псих он двинутый. При этом сам Карл во время финальной перестрелки с Джои Вито кричит своим подчиненным: «Черт, уберите этих психов!» Возможно, раньше Карл носил бороду, на это указывает его густая щетина. Фамилия Фальконе переводится с итальянского как «сокол», причем один из его любимых романов называется «Мальтийский сокол». Имя Карл с древнегерманского означает «человек-мужчина». В миссии «Бордель» был ранен в левое плечо. В русскоязычном версии игры Карл озвучил Олег Щербин, тот самый, который озвучил Полли в первой части игры. Карлу посвящена коллекционная карточка номер 12 в Mafia Definitive Edition. Сам Карл напоминает Большого Сэла по своей роли. Убить Карла можно только Вито, и если наблюдать из-за укрытия за его перестрелку с Джо, он не умрет даже после многочисленных попаданий из Магнума. Он гордится своим сходством с актером Хамфри Богартом, за что получил такие прозвища, как Пугало и Маленький Хамфри. Внешность Карла, вероятно, вдохновлена бывшим советником и боссом криминальной семьи Лучиано Фрэнком Костелло. Он владеет заводом по производству стекла в Колумбии, штат. Желаете меня поддержать? Не забывайте подписываться на мой буст. Вы увидите мои слезы, мои огорчения, просто веселый, прекрасный контент неудачных фейлов моментов. Ссылочка находится в описании данного видеоролика. На этом история про Каро Фальконе из игры Mafia 2 Definitive Edition подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте план действий, которые видите прямо на ваших экранах. А именно лайк, колокольчики, подписка на канал. С вами был Михаил Лапейкмейкер.